Ребят, всем привет! У меня возникла идея связать вот такую мини-сумочку крючком из бабушкиных квадратов. Вязала я ее из обычной молочной акриловой пряжи. Ну, как видите, мне понадобилось всего 3 цвета. Также мне понадобилась одна пуговка. Сумка на застежке. А еще я связала вот такую классную ручку. И вы на канале Momo Snail, тут все о вязании спицами и крючком. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И если вы готовы, давайте начинать. Так, ребят, как вязать вот эти вот бабушкины квадраты с ромашкой в этом уроке я показывать не буду, потому что я на них снимала уже отдельный урок. Ссылку на этот урок вы видите вот здесь в верхнем углу, либо вы можете ее найти по ссылке в описании. Там подробно я рассказываю, как вязать каждый ряд квадрата. Свяжите, пожалуйста, таких 8 штук и возвращайтесь сюда. В этом уроке мы научимся вязать вот такую ручку и всю сумку соберем вместе. Итак, вы связали 8 таких квадратов, 4 квадрата на переднюю стенку сумки и 4 квадрата на заднюю стенку сумки. И теперь нам необходимо подготовить наши стенки, чтобы потом их соединить вместе. Для этого сначала мы сейчас с вами сошьем 4 передних квадрата, затем 4 задних. Начинаем делать шов. Берем первые 2 квадрата лицом вверх. Каждый угол квадрата у нас состоит из 2 воздушных петель. Одна воздушная петля идет на одну сторону квадрата, другая петля идет на другую сторону квадрата. Соответственно, вязание мы будем начинать с одной воздушной петли угла. Вставляем крючок сначала в угол квадрата одной из петли, вот сюда. Теперь вставляем крючок в ту же самую петлю другого квадрата. Захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли сразу. Кончик нити убираем, он нам пока не пригодится. Продолжаем шов следующим образом. Вставляем крючок в верхний квадрат, вот сюда, в следующую петлю. Далее вставляем крючок в ту же самую петлю следующего квадрата. Захватываем рабочую нить и продеваем через 3 петли с крючка. И так мы продолжаем до конца сторон квадратов. Вот такое соединение у нас получается. Последний стежок на этой стороне у нас будет в одну петлю угла. Напоминаю, у нас их 2. Теперь беру 2 квадрата и продолжаю. Нахожу вторую петлю угла. Вот она, вставляю сюда крючок. Теперь нахожу ту же самую петлю другого квадрата и вставляю туда крючок. Теперь беру рабочую нить и продеваю через все петли. И точно так же я продолжаю шов. Теперь нам необходимо сделать шов вот тут. Но в самом начале пути, по вот этой стороне, у нас шов будет делаться чуть-чуть неудобным способом. Сейчас все покажу. Берем наши квадраты вот таким образом и пропускаем рабочую нитку под вот этим швом. Здесь у нас будет вот такая петля, и ей мы и будем провязывать. Рабочая нить у нас здесь вот таким образом. И продолжаем делать шов до последнего угла. Встретимся вот здесь. Итак, вот вы сделали здесь последнюю петлю на сторонах квадратов. Теперь
рабочую нитку можно спокойно вытянуть на эту сторону. И дальше вязать будет сильно удобней. Но нам здесь нужно сделать одну воздушную петлю, чтобы перекрещивание смотрелось симпатично. Просто захватываем рабочую нить. И вот так вот мы и сделали здесь перекрещивание. И дальше продолжаем вязать до конца сторон квадратов. Со второй стенкой сумки делаем то же самое. Теперь прячем кончики нити в вязание и хорошенько отпариваем две стороны. И вот мы с вами спрятали кончики ниток и отпарили две части сумки. Теперь я предлагаю сделать обвязку вокруг двух этих деталей. Обвязку я буду делать такой же белой ниткой, и обвязывать я буду столбиками без накида. В углах я буду провязывать по 2 столбика без накида. Давайте начнем, например, отсюда. Вставляю сюда крючок, захватываю рабочую нитку. Делаю одну воздушную петлю. Теперь вставляю крючок в следующую петлю. Захватываю рабочую нитку и провязываю столбик без накида. Кончик нитки я, как правило, прячу сразу в вязание. Провязали. Итак, мы продолжаем обвязывать нашу стенку сумки до конца. То же самое проделываем со второй частью сумки. И еще раз можно две части отпарить. Две части сумки готовы. Теперь соединяем две детали изнаночной стороной друг к другу. И теперь тем же самым швом мы должны соединить две детали вот здесь по краю. Дошли до края, отрезали нитку и вытянули ее из петли. Нитки спрятали. Теперь находим какую-нибудь красивую пуговицу. Я нашла кокосовую пуговицу в виде листочка и пришиваем. Пуговку пришили, теперь делаем петлю. И теперь вот здесь посередине, по центру, вставляем сюда крючок. Захватываем рабочую нить. И теперь вяжем цепь из воздушных петель. Длину, пожалуйста, регулируйте самостоятельно. Главное, чтобы мы могли очень быстро и легко накинуть петлю на пуговицу. Итак, провязали цепь нужной вам длины, проверили, что все отлично у нас закрывается и длины цепи хватает. Теперь разворачиваем сумку задней частью к себе. И теперь нам необходимо зафиксировать другой конец петли. Вставляем крючок в соседнюю следующую петлю. Вставили крючок, захватили рабочую нить и вывели ее. Через 2 петли сразу. Вязаем нитку и вытягиваем ее через петлю. Теперь берем иглу, хорошенько фиксируем вот здесь кончик, выводим нитку на изнаночную сторону, и там мы прячем кончики нитки в вязание. И теперь нам осталось сделать ручку. Ручку я предлагаю сделать с вот таким вот узором. Фиолетовая пряжа у меня, к сожалению, закончилась. Буду показывать на пряже другого цвета. Делаем цепь из 5 воздушных петель плюс 3 петли для подъема. Первую петлю я, как правило, тоже считаю. 1, 2, 3, 4 и 5. И теперь делаем еще 3 петли для подъема. 1, 2 и 3. Итого у нас получилось 8 петель.
Далее 2 вот этих вот пышных столбика мы будем провязывать в третью петлю с конца. 1, 2, 3. Вот сюда. Делаем накид. Вставляем крючок вот в эту третью петлю. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Снова делаем накид и вставляем крючок туда же. Захватываем рабочую нить, вытянули. Делаем так еще 3 раз. Накид и ныряем туда же крючком, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Теперь захватываем рабочую нить и продеваем через все наши вот эти накиды. 2 петли на крючке. Снова захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли. Теперь делаем одну воздушную петлю. И теперь снова сюда же мы провяжем точно такой же пышный столбик. Накид, вставляем крючок. Вытянули петлю. Снова накид. Вытянули. Снова накид. И вытянули. Теперь захватываем рабочую нить и продеваем ее через все накиды. Снова захватываем рабочую нить и продеваем через 2 петли с крючка. Теперь в последнюю петлю мы с вами провяжем столбик с накидом. Накид. Вставляем крючок в последнюю петлю и провязываем обычный столбик с накидом. Первый ряд готов. Переходим ко второму ряду. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И дальше все будет сильно проще. Теперь мы будем провязывать вот эти 2 пышных столбика всегда вот в эту большую дырочку между ними. Накид. Раз вытянули, накид. 2 вытянули, накид. 3 вытянули. Теперь захватили рабочую ниточку и продели через накиды. Снова захватили рабочую нитку и пропустили ее через 2 петли. Не забываем делать одну воздушную петлю. Снова делаем этот пышный столбик. Накид. Вытянули, накид. Вытянули, накид. Вытянули. Захватили рабочую нитку, пропустили через все накиды, снова захватили рабочую нитку и продели через 2 петли. Теперь вяжем столбик с накидом. Делаем накид и вставляем крючок вот сюда. И провязываем обычный столбик с накидом. Итак, продолжаем вязать ручку сумки до нужной вам длины. Моя ручка готова, теперь ее нужно пришить. Для этого выворачиваем сумку. И прикрепляем ручки вот здесь по бокам. Я хочу, чтобы они прятались у меня внутри. Обязательно следите за тем, чтобы ваша ручка не перекрутилась. Я надеюсь, у вас все замечательно получилось. Также вы можете еще сшить подклад для сумки и пришить его вовнутрь. На этом все. Если мастер-класс был полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь. С вами была Шура и Буся. Пока-пока!